От пациента. Были жалобы на непроходящий кашель. Появился после наркоза при операции полгода назад, далее было сильное ОРВИ. По легким в заключении вопросов нет, но меня смутило следующее. Коронарные артерии, массивный кальциноз стенок коронарных артерий, кальцинированные бляшки в селезеночной артерии и дополнительно. Стенка желчного пузыря утолщена до 13 мм за счет жировой инфильтрации. Прошу посмотреть. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 79 лет, дата исследования 2 октября 2024 года. Область исследования – органы грудной клетки при мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки, легкие расправлены. В легких свежие очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. В обоих легких, преимущественно паракостально и в базальных сегментах, сформированы немногочисленные фиброзные тяжи, участки локального пневмофиброза. Справа ВС-10 единичные паракостальные булы диаметром до 8 мм. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены, стенки их уплотнены. Средостение не смещено и не расширено, новообразований в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях и перикарде не выявлено. Свежих костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника, сформированы краевые остеофиты длиной до 8 мм. Сердце расширено преимущественно за счет левых отделов. По стенкам коронарных артерий и аорты, многочисленные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Диаметр аорты не расширен на протяжении всей зоны сканирования. Диаметр легочных артерий 24 мм справа и слева. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Желчный пузырь размером 76 на 16 мм, стенки его толщиной до 13-14 мм за счет жировой инфильтрации. Желудок на 26 мм пролоббирует в грудную клетку. Селезенка аксиальным размером 161 на 62 мм. По стенкам селезеночной артерии множественные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Заключение: в легких свежие очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. КТ-картина участков локального пневмофиброза, легочной гипертензии, атеросклероза аорты и коронарных артерий, выраженных дегенеративно-дистрофических изменений грудного отдела позвоночника, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, холестероза желчного пузыря, спленомегалии. Рекомендована консультация терапевта. 18 октября 2024 года. К.М. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Собственно, с легкими нормально все, по возрасту, разумеется. По стенкам аорты и ее ветвей, коронарным артериями, множественные атеросклеротические бляшки. Стенки желчного пузыря утолщены за счет холестероза. Это хроническое заболевание, жизни оно не угрожает. Также есть грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, за счет этого может быть кашель, боли в груди, в верхней половине живота. Селезенка увеличена, она не вся в зоне сканирования, но видно, что увеличена. Вам нужно к терапевту.